Всем привет! Сегодня будем делать вот этот вот шкив. Именно его. Отливать, протачивать, все будет в этом видео в одном. Но видео будет состоять из двух частей. Первая часть для тех, кто любит наблюдать за чужими ошибками. Сегодня я вас порадую. Ну а вторая часть для тех, кто просил показать проточку шкива. Итак, начинаем. Вот такой он получился, этот шкив. А вернее даже не дошкив. Здесь это была не раковина, это был кусок песка, который вывалился с одной стороны формы и попал сюда. Получилась такая хрень. Ну это еще полбеды, можно сказать. Смотрите. Вот такая вот получилась штука сверху. Ну вот, бронзовую получилось вытащить. А теперь надо железную вытащить. А железная тут у нас ровно-ровно за подлицо. Вот она как. Поэтому придется сейчас вымерить, докуда она идет, и обрезать кусок шкива. И тогда уже ее выпрессовывать. Путем очень хитрых манипуляций и бешеной работы моего мозга срезал я два ручья и проточил до трубы. И сейчас пойду под пресс, только без вас там камеру не установишь. Уже 4-й день дождь идет. Я пойду по-быстрому выдавлю и вернусь. Пресс 16 тонн, ну не смог он выдавить эту трубку. Никак. Пришлось надпилить и тогда уже ломать. И вот кому интересно, какой излом и что наспили. Ну формовать я сегодня буду уже без вас. Зачем повторять одно и то же. Вместо талька сегодня графит. И трамбовать буду кувалдочкой. Выпар теперь будет сверху. В трубке, во втулке насверлил отверстие для выхода. Как раз где был пузырь для выхода газов. И получается сюда должно по идее выйти вот в то отверстие газы. Выйдут или не выйдут, не знаю. И сделал еще один дополнительный вот такой вот ход. Сегодня форма получилась получше. Ну, во-первых, графит вместо талька, а во-вторых, воды я побольше набухал. И теперь уже точно знаю, что закипит, пузыри будут. И вот сработают ли эти отверстия, не знаю. Так, вроде тучи разгоняет, солнце уже проглядывает, надо момент ловить, выливать. Все, зарядил я форму, литник поставил, выпар. Дальше алюминий я буду плавить с прошлого раза, то есть то же, что выливал шкив, вот и шкив переплавлю, и остатки, которые были. Ну, плавим в моей же печке. В тигле второй раз будет испытываться он. Кипеть будет оно, по-моему, просушенное и не просушенное, потому что внутри стоят металлические детали, которые не прогретые, а когда не прогретые, всегда алюминий кипит. Снимаю шлак и выливаем. Тихо нахрен. Эй, ёб твою. Короче, херня полная опять. Если честно, дальше снимать я уже не хотел. Ну, думаю, а вдруг? Надо же все задокументировать. Давайте разобьем, посмотрим.
Попытка номер 3. Так, уже я не знаю, что говорить. Вот что я подумал сейчас. Для меня важен сегодня шкив, а не технология. И поэтому я буду сейчас отливать третью попытку прям вот так вот, как есть. Без вот этой верхней крышки. Ну, без нижней, то есть она нижней была. Вот, без нее. Прям вот так, как есть. Зато мне это позволит лампой паяльной. Пока будет плавиться алюминий, я паяльной лампой сейчас просушу форму внутри. И заодно прогреется, ну, втулки обе прогреются. И может быть это позволит без пузырей, всякого, без кипения отлить. Единственная только вот проблема сейчас соосность ее. Потому что, ну, по штангелю мерил от сторон. Вроде так вот стоит сейчас нормально. Но это туда еще вынесу. Вымерю заново. И посмотрю. Возможно, при зажатии в станок будет 8. Ну, то видно будет. Если сейчас не выйдет, то, наверное, не судьба. Опа. Не по уровню залил. А по уровню ее было не выставить никак. Ну ладно, может хватит как раз обточить. Если еще соосность сойдется. Смотрим, как застывает. Ну хотя бы не кипит уже. Какой-то плюс. Смотрите, что было с прошлого шкива. Это последняя отливка. Одни пузыри. Фольга получилась. Так, ну ладно. Будем разбирать эту штучку. С виду вроде получилось. Теперь главная проблема, чтобы соосность была. Все, разбираю. Опа. Ай. А клещи я забыл. Опа. Ну вот он. Здесь пока нормально. Сейчас пусть остынет теперь получше. И потом попробую в станок и поточим. Перед тем, как зажимать в станок, давайте рассмотрим его. В общем-то, получился такой, что показать не стыдно. И тут вверх, и здесь. Раковин не видать. Никаких щербин не видать. Даже саморезы отпечатались. Это все просто песок налипший, потому что я не отряхивал его. Так, ну пока вот так. Середина залилась, да. Но эта середина выбивается нормально. Тут песок был, он остался. Все, к станку. Точить буду пластинкой по алюминию. Хотя, между прочим, по стали вот эти вот пластинки, они дюраль точат, также не налипает ничего на них. По угломеру она 35 градусов.
Так, прошелся я вот эту сторону сразу. Ну и восьмерочка, скажем, мало. Она так вот визуально болтается, заготовка, но снял полностью, ну то есть пока все зацепило, и даже следы от саморезов еще не срезал. То есть должен получиться шкив. Так, ну а резец выставил по вот этому шкивку. То есть плоскость когда здесь сделал уже, приставил этот шкив и выставил резец. Но по шкиву он оказался, да, не сходится. Тут больший угол. И поэтому пришлось ловить что-то среднее. То есть к одной грани подгонял, потом к другой. И более-менее ловил зазор, чтобы был средний. Как я уже сказал, для меня пойдет. Сейчас я его сначала обдеру, чтобы весь дисбаланс убрать, восьмерки эти. И останется восьмерка только по этой плоскости. Ну, думаю, она большой такой вибрации не даст. На больших оборотах все равно я его гонять не буду. Вот, а сначала мне нужно его ободрать. А потом уже ставить другой резец. И не стал я сюда алюминиевую ставить, стояла у меня уже это. Ею и буду работать. Все, поехали. Ну вот такая она сейчас получается. Понемногу налипает, да. Но я специально не мажу сейчас керосином, просто чтобы ради камеры, а то брызги летят. Вот такая вот она выходит. Сейчас я полностью ее обдеру, сам уже без вас. Выведу размеры, какие мне надо, 160, 140 и так далее. И потом, когда уже буду протачивать ручей, тогда включусь. Потому что думаю, тут, ну что тут интересного смотреть, как стружка летит. Всего, до встречи. Ну вот оно, что-то уже нарисовывается. Пока вот так. Сейчас меняю резец. И точим сразу вот этот ручей. Первый я вам покажу. Дальше это все смысла нет показывать. Вот этот первый, один. Сделаем вместе. Так, ну и это самый простой ручей нарезать. Потому что ему ничего не мешает резцу. А вот дальше будет проблемка. Ну не то, что проблемка, получалось-то. Потому что при проточке вот здесь резец начинает цепляться за эту стенку предыдущего шкива. То есть здесь цепляет, ну и так далее. И поэтому приходится брать ближе сюда. Не посередине получится ручей, а чуть-чуть сюда. Но это не страшно. Так, дальше. Ширина получилась 17 миллиметров. Пока вот вывел все, получилось 17 миллиметров везде. Ну, получается, я профиль А ремень замерил, он 12 миллиметров. 2,5 миллиметра на сторону запас. Ну, то есть сюда можно 2 миллиметра пустить, сюда 3 во внутреннюю сторону. Ну, я же говорю, точил, я же его уже точил. Такой шкив точно. В начале видео вы видели. Получается, хватает. Все, давайте начинаем точить. Начинаем поганить хорошую заготовочку. Так, пластинка. Ну ее знаете куда, эту алюминиевую пластинку или по алюминию. Ставлю я ту желтую, она лучше работает. Пробуем. Так, ну возможно дело все-таки тут в сплаве. Потому что первый раз я точил все-таки чистые поршня, а здесь я уже добавил немножко там остатки от литников головки блока цилиндров. Может быть поэтому сейчас и тут будет налипать. Поехали.
Видите, разница какая в пластинках. И зачем за пластины по алюминию переплачивать, по-моему, в 1,5 раза больше. Если пластинки по металлу, режут лучше. Ну, еще немного. Еще немного, один раз и пойдет. Вот видите, налипает облочек. Но это не страшно, он сейчас снимется. Так, ну и все пока. У меня, по идее, на том шкиву, на ведущем, он также выглядывает. И поэтому хватит его протачивать. Потому что мне же его надо будет подгадывать под резьбы. И пусть он лучше будет большой. Я его все равно буду точить с нескольких установок, этот шкив, потому что... Ну, понятно, что я сразу 6 ручьев, 5 ручьев. Шестой я пока трогать не буду. 5 ручьев сразу за раз не угадаю полностью, чтобы все как надо резались резьбы. И поэтому мне придется его снимать, ставить, опять протачивать. Какой-то из этих вот ручьев придется протачивать. И, ну, будет потом, да, виляние легкое. Ну, тут такие обороты малые, что, я думаю, это виляние ни на что не будет влиять. Короче, попробую. Так, ну сейчас полностью, когда выточу, покажу. Вот то, о чем я говорил. Это вот сейчас второй ручей проточил. Все, уже ремень подошел. И вот теперь смотрите, здесь касание. И здесь касание шкива резцом, державкой. То есть это хорошо, что я вот уменьшаю только на 2 сантиметра. Если бы, например, этот был 160, а этот бы 100 надо было сделать, я бы его уже так не сделал этим резцом. Так что он не волшебный, этот резец, но все-таки помогает. Все, тут проточено. Остается еще 3. Ну и вот, шкив готов. Как я и говорил, последний 6-й не трогал я пока еще, посмотрю, что с ним делать. Осталось только вот эту сейчас 8-ку убрать, переверну наоборот. Здесь я уже втулку проточил, переверну наоборот, уберу виляние. И можно будет высверливать внутри алюминий, потому что он туда натек. Выбивать его, выколачивать и примерять на вал.
Ну вот и все, хватит. На сегодня его мучить хватит. Сейчас покажу, что получилось, сниму и посмотрим, что тут вышло. Ну вот такой он получился на сегодня, шкив этот. Мучился долго, но все-таки что-то вышло. Так, как я и сказал, восьмерка была небольшая. Даже вот следы от саморезов, которые отпечатались, не стер. Чуть-чуть по этой стороне и все. Вот тут вот одно место, или шлак, или не знаю, что-то попало. Чуть-чуть. Ну нормально, ничего не выкололось, все проточилось. А так, в общем-то, ровный. Без всяких посторонних включений. Поры есть, да? Надо было дегазировать, а я что-то не подумал об этом. Потому что замороченный был уже, лишь бы получилось. И про дегазатор совсем не подумал. Ну, вот так вот оно выглядит теперь. И никуда он не провернется никогда. Вот так он стоит на своем месте. Будет теперь здесь жить. Ходит по шестиграннику. Так, люфт. Ну, люфт, я думаю, небольшой. Чуть-чуть. Блин, это как вал затормозить. Видно вам люфт? Чуть-чуть постукивает. Есть. Но для этого у меня уже давно расчет есть. Сюда толстую стальную шайбу, втулку напрессую. И через нее стопор. То есть вывел, когда ремень какой нужен, застопорил. Все, стоит на месте. Куда надо подвинул, застопорил. Ну вот так вот он и собирается работать. По моим расчетам. Ну а дальше видно будет. Так, ну все. На этом спасибо за просмотр. Всем здоровья, удачи. Давайте, до новых встреч.